Ты заслужил эту женщину. Кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчики. Я думаю, вы не обижаетесь, что я вас мальчиками называю, да? Вы мне уже все такие близкие и родные. Даже те, кто смотрит в первый раз, я думаю, мы все с вами подружимся. Итак, настраивайтесь, садитесь поудобнее, ложитесь поудобнее, да? Ну и, конечно же, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто досмотрит видео до конца, получит приятный бонус. Ну и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, сколько у вас энергии, ну просто хоть отбавляй. Вы такой, знаете, фигара тут, фигара там. Ну вам реально окружающие могут говорить, ну где ты берешь сколько энергии, ну что ты все суетишься, ну когда ты уже угомонишься, да? Может проиграться даже в связи с этим, да, вот с таким вот всплеском энергии, с такой вот энергичностью всеобщей вашей и довольно может быть вспыльчивый характер. Но вы как быстро вспыхиваете, точно так же быстро и гаснете. Вы человек, который много чего умеет, много чего знает, и, конечно же, это вам здорово помогает в жизни. Своими знаниями пользуетесь, вы делитесь, вы можете быть наставником, вы можете учить и коллег своих, и вообще там знакомым что-то, может быть, друзьям подсказывать. Ну, то есть у вас талантов хоть отбавляй. В принципе, вам можно позавидовать, потому что даже многим из вас могут говорить окружающие, что вот ну, у тебя реально золотые руки, да, откуда это ты знаешь, откуда ты это все умеешь, да, как у тебя это все получается. Но единственное, что вот ваш талант, у кого-то из вас 100% проиграется магический такой талант, да, то есть способность к эзотерике, к магии, да, к целительству уже не единожды, между прочим, это у нас было в сигнификации. Поэтому это тоже такой маленький знак вам. Обращайте внимание на свои какие-то способности и ощущения. Вы можете быть, ну, довольно талантливым магом, либо же целителем, просто смотря в какое направление вы пойдете. Ну, что я вам скажу, вот как-то с женщинами вам таки везет, да, вот все выгоды ищут. Вот какие-то, я не знаю, или сейчас мир перевернулся, вот, ну, у меня просто нет слов. Ну, вот довольно часто даже на личных раскладах вот у мужчин выпадают похожие ситуации, да, вот женщина, которая только ищет деньги, какую-то выгоду, подарочки, да, нет выгоды, все, ты не нужен. Вот у вас были подобные ситуации, и у кого-то даже, может быть, не единожды. Ну, к примеру, там не одни отношения, не один брак был, да. Вот такая вся звезда королевишна, вот, ну, попалась вам, да, попалась. Мы не будем сейчас о ней очень много, но то, что, ох, какая она, боже, ой, вам не позавидуешь в вашей жизни. Да, было когда-то хорошо. Это так все поменялось. Это такой трындец настал в вашей жизни. У кого-то может этот трындец сейчас быть, даже если вы живете до сих пор с такой дамой. Деньги, деньги, выгода, подарки, такой тотальный комфорт. Вот должно быть настолько все удобно и комфортно. Ну, реально, как будто вот царица заморская, да, а не женщина. Вы человечек, который, возможно, сейчас либо же находитесь где-то, но не там, где вы живете, за границей, может быть, да, либо же вы в другом городе, либо может еще проиграться, что вы планируете переехать по работе, может быть, да, либо же это, ну, у кого-то заработок, у кого-то еще какие-то причины, да, ну, то есть мне показано, что вот кто-то из вас точно есть либо за границей, либо вы туда собрались. Очень такой горячий вы, темпераментный, вы довольно неплохой любовник. В принципе, еще есть порох в пороховницах. Единственное, что вам этот порох не хочется тратить лишь бы на кого. Правда, ребят?
Вот давайте сделаем опрос маленький. Вот напишите, вы будете даже в романы вступать, ну, романить по-простому, да, с женщиной, ну, которой вы не испытываете чувств. Вот будете вы просто вот роман ради романа, там, ради каких-то острых ощущений, чтобы не быть в одиночестве, там, я не знаю, и так далее. Либо же вы все-таки ждете, ищете любви. Только тогда вы вступаете в отношения. Далее, давайте-ка посмотрим, что мне о вас поведают. Вот вы как раз человек настолько бескорыстный, вот настолько, вот вы простой. Вот простой, ребят, простой, как 5 копеек. Большинство, по крайней мере, да? У вас было столько возможностей по жизни, да, вот чем-то или кем-то воспользоваться, вот какими-то связями, но вам было то неудобно, то воспитание у вас другое, да, и вы порой очень часто отказывались от каких-то реальных возможностей. Кто-то, может быть, от роста по карьерной лестнице мог отказываться, да, кто-то, может быть, вам предлагали, там, сватали довольно обеспеченную женщину, но вы не захотели, потому что вы хотите любви, да, зачем вам женщина по выгоде? Давайте вот опять-таки, ребят, вот мне просто интересно, вот такая тема. Напишите, у кого были такие реально какие-то интересные ситуации, что вы отказывались, да? Может быть, это на кону стояли большие деньги, вот была возможность, да, вот приглашали на какую-то работу где-то там за границей, а вы не захотели уезжать, потому что у вас была семья на тот момент, да, вы не хотели любимую женщину, там, детей бросать. Вот напишите, у кого это срезонирует. Тоже такие, знаете, были очень травматичные у вас моменты. Было вранье, были измены, предательства. И после этого, конечно же, вы многие начали жизнь с чистого листа. Но душой вы, конечно, ох, как молоды. Многие из вас и выглядят, в принципе, моложе. Но то, что вы не терпите и не прощаете измен, это факт. Вот измена и вранье – это то, что может разрушить любые отношения. Это то, что вы не прощаете никогда. Напишите, у кого это резонирует. Я вообще, если честно, я не понимаю, как можно прощать измену. Ну вот как? Да, есть такие люди. Я никого не хочу осуждать. Ну как вот, я не знаю. Ну просто до смешного некоторые случаи доходят, да, когда вот, неважно, мужчина либо женщина вот оступился, изменяет, да. Даже если это одноразовая акция такая была. И когда начинает человек оправдываться и говорить, да я случайно, да это не то, что ты подумал. Ну как это, да, вот случайно. Это типа вышел я за хлебушком, и тут на тебе трах-тарарах, да, падают штаны, и я начинаю чпокать, да, кого-то. Ну простите за такое сравнение, ну как это случайно, да? Ну это смешно. Погнали, в общем, погнали, пацанята мои. Боже, что-то я сегодня вас уже, и ребята, и пацанята, и мальчики. Короче, люблю я вас, мальчишки, поэтому я с вами уже как со своими родными. Что за женщина к вам пожалует? Давайте-ка разбираться. Так, да что такое? Карты у меня послепались прям. Так. На первый взгляд вам покажется, что женщина такая с характером. Между прочим, у вас будет у кого-то два знакомства. Одна помягче женщина, другая такая не потверже. Нет, ребят, неправильно думаете. Вторая будет такая более с характером, более жесткая. Вот они две кардинально разные. Но это не значит, что вы с двумя сразу познакомитесь. Просто, ну так, с небольшой разницей. Может быть, даже у кого-то ситуация выбора между женщинами будет, потому что обе вам понравятся. Может проиграться знакомство в компании, либо где-то, ну, в таком людном месте. То есть вы не один будете. Та, которая пожестче такая, с характером, да, она вам покажется, ну, довольно, может быть, неприступной, но вам захочется ее открыть, разгадать, завоевать. У кого-то из вас, ну, просто голова будет идти кругом, да, от мыслей, что
Ну как же ее завоевать? Как же вот зацепить ее внимание, да? Потому что, ну, дама, в общем-то, неплохо выглядит. Дама довольно хороша. Она тоже, между прочим, будет на тот момент в поисках любви. Но опять же, это такой пассивный поиск. Она, понятно, с очком не будет бегать, ловить мужчин. У нее были проблемы тоже в личной жизни. Они, наверное, сейчас поголовно у всех. У кого-то раньше, у кого-то позже, да, поэтому пусть вас это не пугает. Просто она такая, знаете, она не холодная. Она как будто маску одела после своих таких вот передряг жизненных. Она очень осторожничает с мужчинами. Она присматривается, но она не открывается. Потому она может казаться такой немножко холодноватой. Хотя, ну, на самом деле она такой не является. Она очень умная, она очень такая, ну, довольно всесторонне развитая женщина. Да, она логичная, она не будет совершать импульсивные поступки. Но, в принципе, знаете, вот те из вас, кто захочет ее завоевать, потому что азарт у многих откроется. Вот азарт, вот интересная такая женщина-загадка. С одной стороны, она такая вроде бы и неприступная, а с другой стороны к ней тянет. Что-то в ней такое манящее будет, да? Женщина среднего возраста, женщина, которая, ну, в общем-то, она может спокойно так и ответить, и отшить, если надо. Она может спокойно, вот, я не знаю, в любом состоянии она может оставаться спокойной, хотя страсти у нее могут кипеть и бурлить. Другая же женщина, это будет помягче, это будет побогаче, такая более состоятельная женщина. Она такая, знаете, ну почему-то хочется назвать ее няшечка. Ну такая вот она вся такая, ну вот с ней сюси-пуси нужно. Вот она такая вот ранимая, она такая душевная, да, она классная. Но не все мужчины могут с ней так сюсюкать. И не все мужчины это любят. Правда, ребят? Она очень может быть застенчивая. Да, она добрая, она классная. Но здесь нужен такой будет особый подход. Выбор будет, конечно, за вами, ребят. Вот кого выбрать. Да, кто-то няшечку выберет, кто-то более жесткую женщину. Да? Давайте еще няшечку немножко опишем. Да, какая она. Вот какая. Она не очень уверенная в себе. У нее хорошая интуиция. Она тоже будет на момент знакомства. Она одинокая. Какой-то период она вообще без мужчин. Да? Но это ее такой осознанный выбор. Ну, здесь скорее такая история была, что она длительный период просто жила воспоминаниями, ностальгией о своих прежних отношениях. Потому она одна и была. Не потому, что она никому не нравилась, нет. Это осознанный выбор, да, потому что она ждала, когда отпустит свои прежние отношения. На момент вашего знакомства, ребят, вы будете, с одной стороны, очарованы, да, вот какая-то такая чистота от нее будет исходить, да, вот наивность. Хоть она, в принципе, взрослая женщина, да, скорее здесь будет, ну, такая светловолосая, хотя, опять же, мы не привязываемся особо к цвету волос, потому что это общий расклад, но... Знаете, вот ее хочется обогреть. Вот она более беззащитная, она более такая, ну вот именно своей слабостью она манящая, наверное, да? Потому что одно дело, когда женщина с характером, да, ее хочется разгадать, но оберегать уже здесь не нужно, да, никого, потому что, может быть, придется самому спасаться от нее, да, иногда. Ну, я шучу, конечно. А здесь такая вот эта няшечка белая, пушистая, которую хочется обнять, спрятать под крылышко, да. Поэтому, ребят, у вас, в общем-то, выбор будет. И вот каждый из вас, ну, просто заслужил женщину, которую выберет. Вы это поймете, вы поймете это интуитивно, потому что дальше, когда вот у вас будут развиваться отношения, вы поймете, что вы сделали правильный выбор. И неважно, более жесткая это будет женщина, более вот няшечная, да,
Это будет ваш исключительно такой выбор, потому что вы все разные, да. Кому-то хочется женщину с характером, хочется иногда поспорить, да, я не говорю ругаться. Кому-то хочется такую вот именно покорность, точно. Вот покорность как раз про вот эту вот няшечку. Поэтому, я думаю, вы понимаете даже по описанию, что они две абсолютно разные. Давайте вот, ребят, вот давайте еще один опрос сделаем. Кого бы вы выбрали? Даму, которая, ну, такая, с характером, она не скандальная, она не плохая, просто вот она, ну, более, может быть, эмоционально холодная, может быть, такая жестковатая немножко, да? Но она тоже классная, загадочная, она неплохая, это просто ее такая маска. Либо же вы выберете такую вот белую, пушистую, покладистую, покорную, которая будет заглядывать вам в рот. Вот напишите, мне просто интересно, все пишите, ребят, мне ужасно интересно, кого вы выберете. Что вас ожидает? Вот давайте как итог. Ну, то, что со временем они обе сядут вам на голову, неважно, кого вы выберете. Они сядут на голову просто потому, что вы будете влюблены. Ну, вы в очередной раз будете влюблены, поэтому она так будет плотненько сидеть у вас на шее. Ну, в хорошем смысле слова. Пусть это вас не пугает, потому что влюбленный волк уже не хищник. И вы сами будете с удовольствием и подстраиваться, где-то закрывать глаза, да, где-то сюсюкаться. Ну, в общем, не мне вам рассказывать, вы это все знаете, вы это проходили. Любовь-морковь. Незабываемые ощущения. Ну и, конечно же, вы реально заслужили этих женщин. И неважно, кого вы выберете, потому что вы выбирать будете душой. Они обе классные, каждая по-своему. Они обе будут внимательны, они будут заботливые. Они обе серьезные. Это не девочки для развлечений. И главное, что вы будете выбирать сердцем. Ну и, конечно же, кто досмотрел это видео до конца, давайте-ка посмотрим, какой же совет Таро вам. Какой же совет? Ну, смотрите, мои дорогие, это особенно будет касаться тех, кто думает, что вот какие-то проблемы надвигаются, либо уже есть по финансам, да? Вот, ребят, финансовых проблем у вас, я думаю, ни у кого не будет. Даже если сейчас вы, может быть, в яме, да, вы в сложных таких энергиях финансовых, да, вы будете довольно успешным человеком, вы выкарабкаетесь. Вы будете работать. Работа найдется, если сейчас вы, допустим, там либо без работы, либо ищете. Работа будет, ну, скорее всего, первое время, может быть, даже физический труд какой-то, да, может быть, даже не то, чем вы занимались. Но то, что деньги вы будете зарабатывать и довольно неплохие, это факт. Поэтому, мои хорошие, не расстраивайтесь по поводу каких-то проблем с финансами. Их у вас просто не будет. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!